Запомните число: 52 километра. Именно столько тянется цепь отмелей, песчаных кос и коралловых образований между южным побережьем Азии и островом в Индийском океане. На первый взгляд это просто география, но если присмотреться, картина становится странной. Линия почти идеально прямая, будто кто-то провел ее по карте. Не хаотичная, не разорванная, а цельная, протянутая через открытые воды. Глубина в этих местах минимальная. В отдельных точках вода едва доходит до пояса, и местные рыбаки до сих пор переходят отдельные участки пешком. Но самое интересное начинается, когда в дело вступают данные анализов. Кораллы, образующие верхний слой, имеют разный возраст от нескольких тысяч до сотен тысяч лет, в то время как песок между ними значительно моложе. И это означает, что кораллы росли не на пустом месте, а на уже существующем основании, на чем-то твердом, протяженном, скрытом под водой. И если убрать живой слой, под ним обнаруживается ровная каменная структура, тянущаяся на десятки километров. Один из бывших руководителей геологической службы региона даже заявлял, что такая формация имеет признаки искусственного происхождения. Однако официальные структуры предпочитают осторожную формулировку, не подтверждая и не опровергая эту версию. А академическая геология объясняет все естественными процессами накопления осадков, хотя объяснить столь прямую линию между двумя берегами не так просто. И если этот объект вызывает вопросы масштабом, то следующая загадка ставит под сомнение саму физику. На побережье Восточной Азии сохранились древние мосты, сложенные из цельных каменных балок. Длина некоторых из них достигает более 20 метров. И здесь возникает проблема. Известная каждому инженеру, камень прекрасно выдерживает сжатие, но крайне плохо работает на изгиб. При определенной длине балка должна разрушаться под собственным весом, и этот предел давно рассчитан, но в реальности эти конструкции стоят уже столетиями, не трескаются, не прогибаются и продолжают выполнять свою функцию. Несмотря на нагрузки и природные воздействия, официальное объяснение сводится к особенностям материала, но это не отменяет базовых законов механики. И тогда возникает вопрос: либо мы не до конца понимаем свойства этих материалов, либо древние мастера обладали знаниями, которые были утеряны, либо перед нами технология, отличная от той, которую мы привыкли считать каменной. Далее мы переносимся в тропические леса Центральной Америки, где скрыта еще одна аномалия. Под густым покровом джунглей находятся десятки километров идеально прямых дорог, приподнятых над землей, покрытых плотным известковым раствором. Их ширина достигает нескольких метров, и они соединяют города, образуя сложную сеть. Но возникает логичный вопрос: зачем строить такие масштабные дороги там, где не было колесного транспорта и тягловых животных? Современные технологии сканирования показали, что эта сеть гораздо больше, чем предполагалось ранее. Она включает развилки, дренажные системы и даже мосты, что говорит о продуманной инфраструктуре. Но ее назначение остается загадкой. Затем мы оказываемся в древнем регионе Средиземноморья, где находится один из старейших действующих мостов, построенный более 3000 лет назад. Он сложен из огромных каменных блоков без использования раствора и до сих пор выдерживает нагрузку. При этом его конструкция учитывает не только статические, но и динамические нагрузки, что требует понимания сложных физических процессов. Дальше нас ждет открытие, сделанное относительно недавно. В древнем городе на Ближнем Востоке долгое время считали, что найденное сооружение было храмом. Но современные исследования показали, что это был мост, совмещенный с системой управления водой.
фактически инженерный объект двойного назначения, который обеспечивал как переправу, так и распределение ресурсов, и это полностью меняет представление о возможностях той цивилизации. Следующая история переносит нас в высокогорные районы Южной Америки, где над глубокими ущельями протянуты подвесные мосты, созданные из растительных волокон. Они кажутся хрупкими, но способны выдерживать серьезные нагрузки, при этом регулярно обновляются местными жителями, превращаясь не только в инфраструктуру, но и в часть культуры. Даже опытные завоеватели в свое время боялись переходить по ним, потому что такие конструкции выглядят ненадежно, но на практике оказываются удивительно эффективными. Затем мы возвращаемся к мегалитическим сооружениям, где огромные каменные блоки подогнаны друг к другу с такой точностью, что между ними невозможно вставить даже лезвие. И до сих пор нет единого ответа, каким образом это было сделано. Под этими сооружениями обнаружены системы подземных тоннелей, которые связывают разные части древнего города, и современные методы сканирования подтверждают их существование. Хотя раньше это считалось лишь легендами. И, наконец, последняя история переносит нас в Северную Америку, где местные народы веками рассказывали о каменной переправе через широкую реку, которая якобы существовала в прошлом и была разрушена. Долгое время это считалось мифом, но геологические исследования показали, что в этом месте действительно произошло крупное обрушение, создавшее естественную дамбу, по которой можно было перейти реку, и спустя время она разрушилась. Подтверждая древние рассказы, если объединить все эти истории, становится очевидно, что перед нами не просто отдельные объекты, а система знаний, которая либо была утеряна, либо еще не понята. И, возможно, самое важное здесь не ответы, а сами вопросы, потому что именно они заставляют нас смотреть на прошлое иначе, не как на примитивную стадию развития, а как на период, в котором могли существовать технологии и идеи, о которых мы только начинаем догадываться. Спасибо за просмотр, дорогие зрители. Если эта история заставила вас задуматься, обязательно напишите в комментариях, что вы об этом думаете и из какого вы города. Поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Впереди еще больше сильных и захватывающих историй, которые не отпускают до самого конца.